Ира Ашут. Здесь мы будем вместе вязать и шить разные необычные вещи. Тебе совсем не нужно ничего уметь. Если ты никогда не держала в руках крючок или спицы, ничего страшного. Мы вместе поэтапно всему научимся. Я показываю легкие и доступные для каждого уроки. Погнали! Первое, что нужно запомнить, когда вы вяжете из трикотажной пряжи, ее нельзя разматывать просто вот так вот. Бросить, и она покатилась там как угодно. Потому что она начинает путаться, и потом вязать просто невозможно. Распутываем мы пряжу вот так вот. Дальше, когда вы ее распутали, ее нужно всю растянуть. Пряжа достаточно хорошо тянется, и если вы ее не растянете, то потом готовое изделие у вас уже растянется само. Это будет некрасиво. Так, мы вяжем сумку с тем же рисунком, который я вам сейчас показывала. Для этого нам нужно будет набрать 27 петель. Мы делаем первый узелок. Ничего сложного нету, просто обычный узел завязали. Ниточку вы оставляете, это нитка, которая у вас болтается на сумке, она для декора. То, что у вас на крючке, это не петля, это 0. Это не считается. Вы делаете вот так вот. И это первая петля. Вторая петля. Что еще важно, когда вы вяжете, нитка всегда должна лежать вот так, вот этими штучками на пальце. Тогда у вас сама сумка будет выглядеть красиво и не будет вот этого видно. Если она будет лежать вот так вот, то вот это будет все видно на самой сумке. 2 петли у нас. 3, 4. Мы набираем 27. 17, 17, 18, 26, 27. Если вы в каком-то моменте сбились, вы просто пересчитываете косички. Вот это вот 0 не считается, такой узелочек. 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Все, у вас 27 косичек. Вот это не считается, сами косички. 27, значит, вы набрали 27 петель. Когда я вязала впервые, я думала, что петлю же можно набрать вот так вот, потом какую-то очень туго, и тогда все вязание будет кривое. Нет, у вас определенная плотность вязания ваша именно, и у вас вязание будет все равно выходить плюс-минус одинаковое. 27 петель мы набрали. Сейчас нам нужно наше вязание начать в обратную сторону, но мы не можем начать сразу, потому что тогда бок будет очень скошен. Нам нужно сделать как бы боковую стеночку. Для этого мы набираем еще 2 петли. 1 и 2. И теперь смотрите, ту, что на крючке, мы не считаем. Первая косичка, вторая косичка и вот третья косичка. В третью косичку вы заводите крючок в нее. С той стороны вы подхватываете, вытаскиваете. И теперь ее берете и через 2. Вот это вот основной принцип вязания. Ничего другого происходить не будет, только всегда вот это. В эту косичку мы провязали, вот следующая косичка. Вы опять в нее просовываете крючок, вытаскиваете нитку через 2. В следующую крючок, вытаскиваете нитку через 2. В следующую крючок, вытаскиваете нитку через 2. Смотрите всегда, чтобы нитка лежала так. И доматываем. Много тоже не разматывайте, потому что когда вы вяжете, вы поворачиваете вязание ваше, когда заканчиваете там в одну сторону, потом в другую, в другую, и нитка начинает тоже путаться. Нам нужно сейчас провязать до конца 27 петель. В каждую косичку мы провязываем. Вот у нас последние 2 петли осталось. Что важно, в ту нулевую петлю, которую изначально мы просто как узелок завязали, мы не провязываем. Это 0, это никак вообще не играет в вязание. То есть, видите, вот как будто здесь еще что-то есть. Вот в это что-то мы не вяжем. Это 0. Мы провязываем вот сюда, в последнюю. Если вы не уверены, сколько вы провязали, у вас есть какие-то сомнения, вот косички, вы по косичкам считаете. У вас должно получиться 27. Главное, вот этот бок вы не засчитываете, но он, видите, кривой такой. Это не как косичка, а боковушечка. Вот 27 косичек у вас получается. Дальше вы провязали. Разворачиваете вязание. Делаете 1 столбик подъема. Это бок.
И дальше вот в первую дырочку, которая видна, вы просовываете крючок, вытаскиваете один. В следующую, вот она, следующая, между вот такими штучками. Следующее просовываете, вытаскиваете. 2. Вот, ну, они видны, видите, вот, вот, они все видны. Между вот этими штучками дырочки. Они вот 2 косички, а это прям под ними дырочка. Раз. И все, вы идете также этим же цветом до конца, у вас должно получиться 27 петель. Вот мы довязали уже практически до конца, 26. И вот 27-я наша петелька. Считаем их, чтобы не запутаться. Довязали. Разворачиваем вязание. Это 3-й ряд, и в этом ряду мы будем добавлять с вами цвет. Я вам сейчас покажу, как добавить цвет, чтобы он добавился ровно и красиво. Добавляем на 5-й петельке, поэтому считаем с вами. Петля подъема. И вот в первую же дырочку после этой. 1, 2, 3, 4. И вот смотрите, 5-я петля, на которой мы добавляем цвет. Мы делаем так и дальше не провязываем. Если мы провяжем и добавим цвет потом, то вот эта вот полоска у нас ляжет на цвет, и это будет некрасиво. Мы оставляем вот так. Берем ножницы, отрезаем. Отрезаем столько, сколько мы хотим, чтобы у нас болталось на сумке. Если вы хотите короткие, вы отрезаете здесь. Я в среднем где-то вот так всегда делаю. Берем цвет следующий, который у нас идет. Смотрите, вот это будет лицевая сторона сумки, да, у нас осталась тут болтаться ниточка. Ее кладете сзади, не прикрепляете никак. Эту нитку кладете на палец, как вы до этого только что вязали зеленый, также у вас это остается сзади на пальце. Вы ее подхватываете и вытаскиваете. То есть она становится вместо зеленой, вы никак ее не связываете, ничего у вас не происходит, вы просто ее провязываете и все. И дальше, как обычно, вы вяжете. Сейчас провяжу еще одну. Вот. У вас они 2 остались болтаться. Вот у вас ровный переход. Все красиво. Это 3-й ряд. Мы довязываем до конца ряда этим цветом. Все, мы довязали до конца ряда. Разворачиваем. И теперь мы провязываем этот ряд и следующий ряд. То есть еще 2 ряда этим же цветом. Давайте их провяжем и встретимся после этого. Вот мы провязали еще 2 ряда, 4-й и 5-й. Разворачиваем вязание, мы оказываемся на лицевой стороне. Сейчас мы провязываем 14 петель этим цветом. Вот, подъем. 14 петель этим цветом и вводим другой цвет на 15-й. 14. И вот 15. Мы ее не довязываем. Отрезаем. Возвращаем этот же цвет на палец. Вот. И дальше вот в следующую петельку, как мы уже делали, довязываем этот цвет до конца ряда. Это мы вяжем с вами 6-й ряд. У нас на лице будет 18 рядов, потом у нас будет дно, и потом будет 18 рядов с другой стороны. Довязали, разворачиваем. На этом ряду мы тоже будем добавлять с вами цвет. Считаем. 1, 2, 3, 4, 10,
11. Вот видите, у нас тут расслаблено, мы ее потуже подтягиваем. 11. Провязываем 12 и вот здесь на 13 мы добавляем цвет. Отрезаем. И сейчас у меня вот этот цвет, 3. Кстати, вот видите, я забыла зеленую ниточку, она на той стороне осталась, перенести наперед. Вот сюда ее просто надо перекинуть. И беленькую. То есть, если вы забываете с той стороны, с внутренней, потом крючком их перетаскиваете, либо тоже сейчас проверите, потому что мы на одном этапе, чтобы они наперед у вас ушли. Довязали, и дальше нам нужно связать этим цветом еще 3 ряда. То есть 1 ряд, 2 ряд и 3 ряд. Давайте провязываем еще 3 ряда и на 4-м встретимся. Вот мы с вами провязали 3 ряда этим цветом, развернули вязание. Сейчас мы провязываем 18 петель и на 19 будем добавлять цвет. 17. 18. На 19 мы добавляем цвет. Взяли, отрезали. У меня возвращается по рисунку зеленый, фисташковый, салатовый. Кто что видит. Итак, как опытные вязальщицы, мы с вами уже знаем, что нужно делать. Тыдын и тыдын. Потом вспоминаем, что все это должно оказаться спереди. Перекидываем. И вяжем дальше. Провязали, развернули. Вяжем 8 и на 9 добавляем цвет. Даже нет, я добавлю наоборот подальше. Давайте-ка сделаем так. Вот это наша 8 была. Мы провязываем 9, 10. И вот тут мы добавляем на 11. Будет красиво. Тын-дын. Отрезаем. Бежевый. Положили. Раз, раз. И все готово. И до конца ряда бежевый мы довязываем. Провязали. Теперь нам этим же цветом нужно провязать еще 2 ряда. Ряд и еще ряд. Давайте провязываем и встречаемся. Мы провязали с вами 2 ряда. Разворачиваем. Нам нужно провязать 3 петельки и добавить цвет. И потом мы в этом же ряду и уберем цвет. 1, 2, 3. Да, 3 провязали, 4-ю подняли, отрезали. Здесь мы с вами уже опытные. Так. Провязываем 8 петелек. 1, 2, 8. На 9 мы отрезаем. Возвращаем этот же цвет, которым мы вязали до этого, вот, которым мы начали. Вяжем этим цветом до конца. И дальше мы еще 3 ряда провязываем этим цветом. То есть мы довязываем этот ряд и делаем еще 3 ряда. И после этого у нас перед заканчивается. Мы начинаем вывязывать дно. Давайте тогда все это провяжем и встретимся с вами в конце. Вот, мы с вами закончили. Это передняя стенка. Сейчас мы будем провязывать дно.
Дно у нас 5 рядов. Что вам важно? Нам нужно запомнить, где у нас дно начинается. Смотрите, как мы делаем. Мы провязываем этим же цветом несколько петель. 1, 2. Вот мы провязали 3 петельки. Дальше возьмите любой другой цвет и отрежьте 4 ниточки. Теперь, смотрите, у нас в конце каждого ряда, видите, у нас такими он ячейками как будто идет. Вот тут дырочка, вот тут дырочка, вот тут дырочка. И вот она теперь вот тут вот наша дырочка, которую мы провязали. Это первая дырочка дна. Засовываем веревочку, отмечаем наше дно, чтобы нам не потерять, где у нас начинается первый ряд дна. Можно это сделать чуть позже, это будет удобнее, но просто я показала сейчас, чтобы вы не запутались. Либо вот у вас, видите, да, рисунок из этих полосочек, вы можете запомнить, что вот, ну, как бы низ, серединка, верх, низ, серединка, верх. Вот у вас серединка есть, то есть верхушка — это первый ряд дна будет, если вы понимаете, да, мою логику. Ну, давайте мы сейчас провяжем до конца этот ряд дна, и там уже будет понятнее. Вот мы с вами довязываем первый ряд дна. Давайте развернем, провяжем пару петель второго ряда. У нас будет их всего 5. Мы провязали. Развернем сейчас на минутку. И видим, что первый ряд дна, вот он здесь вот тоже. Мы со второй стороны его сейчас отметим. Когда просто 2 ряда провязаны, его удобней найти и отметить. Если мы смотрим рисунком, то видите, да, у нас вот эти вот закончились такие двойные штучки. И на верхушечке у нас ряд дна первый. Вот тут вот у нас второй ряд. Ну, потом мы довяжем, потом это будет удобнее. Все, пока сейчас не отмечаем. Это второй ряд. Нам нужно провязать всего 5 рядов дна. Давайте провяжем 5 и встретимся тогда, как провяжем эти 5. Мы провязали с вами 5 рядов дна. И теперь мы вывязываем заднюю стенку. Задняя стенка идентична передней. То есть у нас будет то же самое с 2 сторон. Соответственно, сейчас нам нужно провязать вот эти 3 ряда. Мы вяжем то же самое в обратном порядке. Провязываем 3 ряда этим же цветом. Но это у нас уже зад. Пока не отмечаем здесь дно, сейчас провяжем, потом будет удобнее отметить. Мы провязали 3 ряда. Разворачиваем. И у нас сейчас вот этот рисунок будет. Провязываем 3 петельки. Подъем. 1. 2. 3. Провязали. И вот здесь вот мы добавляем цвет. На 4. Затянули. И провязываем 8. 8. Возвращаем этот цвет. Провязываем им до конца. Провязали до конца, и нам нужно еще 2 ряда провязать этим же цветом. Давайте тогда провяжем 2 ряда и встретимся. Мы провязали с вами 2 ряда, разворачиваем. И вот здесь я заметила, что оставила на внутренней стороне. Вы их просто вытаскиваете здесь крючком. Единственное, что их надо вытащить так. Вот видите, если здесь тяну, они видно, что вот здесь. То есть, если я вытащу через эту дырочку, у меня развяжется. Я вытаскиваю через эту дырочку. Вот, я их вытащила, и все, они красиво будут болтаться. И также здесь натягиваю, вот, они сюда заходят. Поэтому я вытащу, ну, вот, либо через эту, либо через эту. Не принципиально. Наверное, вот через эту она такая большая, чтобы ее закрыть. Раз. Могу через разные вытаскивать. То есть, как вам будет удобнее, как сами захотите. Все, они на этой стороне остались.
Мы с вами уже вот на этом месте. У нас сейчас будет вводиться цвет. Мы провязываем 15 рядов еще этим цветом. Погнали. Давайте мы провяжем 13 рядов, а не 15. Вот, и на этом здесь мы будем вводить цвет. Отрезаем. У нас идет зеленый. Провязываем им до конца ряда. Провязали, развернули. Будем вязать с вами вот до сюда где-то. Нет, мы закончим вот здесь. У нас красиво будут идти вот эти штучки под таким наклоном. Да, давайте дальше. Тринадцать. 14, 15, 16, 17. Отрезаем. Смотрим, что у нас там. У нас начинается вот этот цвет. Отматываем. Сейчас мы там подтянем, провяжем пару петель. И подтянем. Все, и у нас все красиво. Тын-тын-тын. Провязываем этот ряд до конца. Провязали. Разворачиваем. И нам нужно этим цветом провязать с вами еще 3 ряда. Раз ряд мы сейчас сделаем, потом 2 и 3. Давайте тогда мы провяжем эти 3 ряда и встретимся с вами там. Провязали. Разворачиваем, провязываем где-то, сейчас мы посмотрим точно, ну 19 петель, наверное, этим цветом, и добавляем следующий. Все, вот здесь мы будем вводить цвет. Он чуть-чуть в бок, это получается у нас 1, 2, 3, 4, 19, 20. На 21 петле мы будем вводить цвет. Нет, давайте на 20. На 20 петельке мы вводим цвет. Этот отрезаем. Кстати, есть техники цветов немножко другие, когда цвет в цвете, и там прям рисунок получается. Это я вам покажу на следующей сумке. Он по-другому вяжется, там не отрезаются нитки. Тоже очень интересный. Разворачиваем, провязываем чуть больше, чем этот цвет, и обрезаем. Вот на 2 петельки мы больше провяжем. Вот раз наша. И вот 2. Обрезаем. По рисунку видим, что вот дальше у нас идет опять коричневый. Зеленый. Мы почти закончили с вами. Вводим коричневый. Так, провязали. И провязываем еще 2 ряда этим цветом. 1 ряд и 2 ряда. Встречаемся тут. Вот мы провязали с вами. Провязываем еще 5 петелек на следующем ряду. 5. Отрезаем. И добавляем цвет, тот, с которого мы и начинали. Провязываем им до конца ряда. Потом еще 2 ряда. Вот мы довязали этот ряд. И нам нужно провязать еще 2. Этот и обратно. Вот тут мы встретимся. Мы с вами закончили. Смотрите, что теперь нам нужно сделать. Наше дно. У нас дно 5 рядов. Мы берем наши ниточки и считаем. Мне удобнее считать по вот этим рисункам. То есть 1 ряд, 2 ряд, 3 ряд, 4 ряд, 5 ряд. Вот это вот 5-й ряд дна. Завязываем. И, собственно,
Вот, это тоже дно. Вы потом поймете, зачем мы это делаем. Без этого просто можно криво связать сумку, привязать ее к ручке криво. Так, завязали. Что теперь? Вот наша сумка. И здесь у нас должна еще быть крышка. Соответственно, сейчас мы вяжем с вами вот эту часть крышки, верхнюю. Потом будем вязать вот эту часть крышки. Эта часть крышки у нас идентична дну. Дно у нас 5 рядов, крышку мы провязываем тоже 5 рядов. Я предлагаю взять цвет тот же, которым у нас было дно. Давайте даже, знаете, как сделаем, чтобы у нас узелок был не с самого края. Мы провяжем несколько петелек. Один, два. И вот здесь я добавлю цвет. Тыдын. Это у нас получается первый ряд. Всего нам нужно связать таких 5 рядов. Одинаковых, без узора, ничего не меняем. Все, встретимся тогда, как провяжем. Раз ряд, два ряд, 3 ряд, 4 ряд, 5 ряд. И вот тут мы с вами встречаемся. Вот, мы провязали 5 рядов верха нашей крышки. Это наша сумка. Это верх крышки. И теперь нам нужна передняя сторона. Я начну ее вот таким же рисунком, а потом сделаю немножко по-другому. То есть сейчас мы будем вводить вот этот вот цвет. У меня это зеленый, у вас это ваш, с которого вы начинали. Я сейчас тоже провяжу буквально там 2 петельки этим цветом, чтобы не с края вводить. Мне не нравится с края. Там узелки некрасиво выглядят. Да даже 2 мы не будем провязывать, мы сразу здесь введем зеленый цвет. Все, мы провязываем зеленым цветом до конца этого ряда и вяжем еще 2 этим же цветом. И тогда мы давайте встретимся. Вот мы провязали. Получается, мы провязали 3 ряда переда крышки. Сейчас мы на 4-м ряду. Мы провязываем еще 5 петелек этим цветом. И на 6-й мы вводим коричневый цвет. Провязываем этот ряд до конца. Это у нас 4-й ряд переда крышки. Провязали. Этот ряд мы провязываем этим же цветом весь до конца. 5-й ряд закончили, разворачиваем. На 6-м ряду у нас будет вот этот вот рисуночек. Провязываем где-то до сюда, здесь его сделаем. На 13-й отрезаем, оставляем с этой стороны. Берем вот этот цвет. 8 петель делаем. 7. 8. На 9-й отрезаем. Отрезали. Берем обратно наш бежевый цвет. Провязываем им до конца ряда. И вяжем сейчас один ряд и второй ряд. И вот здесь с вами встречаемся. Это будет конец этого полотна. Вот, мы довязали. Теперь мы отрезаем нитку, вытаскиваем ее в эту петельку и затягиваем. Можете еще вот так вот ее просунуть. Сами, в принципе, смотрите, чтобы просто это было аккуратно, красиво и не распускалось. Все, сумка у нас готова. Что нужно сделать теперь? Ее нужно отпарить. Ни в коем случае нельзя утюгом водить по сумке. Нужно именно паром на близком расстоянии к сумке ее все обдать. Очень важно вот эти кончики, которые загинаются, потому что вот наша сумка, она очень любит вот так вот одной стороной начать уходить сюда. Поэтому ее надо отпарить, выпрямить, чтобы она стала у нас ровненькой. Отпариваем и начинаем вязать с вами ремешок. Начинаем мы точно так же. Мы делаем
узелок. Обычный, ничего сверхъестественного. И набираем 7 петелек. Ничего не меняйте, именно 7, потому что мы оставили, когда вязали сумку, на дне 5 дырочек, соответственно, нам нужно сделать определенной ширины ручку. 3, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь мы сразу набрали уже боковые петельки, поэтому мы делаем вот одна косичка, мы ее пропускаем, вторая косичка, мы ее пропускаем, в третью косичку мы вводим. Всего у нас должно получиться 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. И узелок наш остается. Мы этот узелок никогда не трогаем, я вам уже говорила. Разворачиваем. Петля подъема. И продолжаем так же, как мы вязали сумку. Я буду провязывать этим цветом 30 рядов. 2 мы уже провязали. Давайте тогда, когда провяжем все 30, встретимся там. Вот, мы провязали 30 рядов. Как я считаю, что их 30, я начинаю вот эти наши столбики считать. Только с этой стороны, видите, эта сторона как бы не цельная получилась, а вот цельная, прям полный рисунок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. В 15 таких столбиков 30 рядов провязали. Теперь я нашим этим цветом хочу провязать 2 таких столбика, то есть 4 ряда. Раз, раз. Смотрите, вот здесь, когда мы вводим цвет, мы тоже не до конца довязываем, чтобы у нас красивый ряд начался, а вот так вот. Взяли. Мы потом завяжем там узелочки. Вот мы вот это свяжем потом узелочками, и будет все красиво и аккуратно. И провязываем 4 ряда. Вот сюда вот. Просто здесь непонятно из-за того, что очень широко. Сейчас мы пока слегка так сделаем, потом красиво завяжем. Два, 3, 4, 5. Вытаскиваем, но до конца не проводим. Отрезаем лишнее. Я беру этот цвет и дальше вяжу им уже до самого конца. Где остановиться, вы смотрите сами, какая вам нужна длина ручки. То есть вы вяжете, сгинаете и одеваете себе на плечо, смотрите. Главное, помните, что конец ручки — это дно сумки. То есть вам нужно вот сумка сколько-то идет и дальше ручка. Когда довяжем ручку, мы с вами встречаемся, я показываю, как ее пришить к сумке. Я закончила ручку. У меня получилось 15 вот таких вот наших ячеек зеленых, 2 бежевые и 31 белая. Итого длина ручки 48 ячеек. Теперь мы будем сшивать. Что мы делаем? Мы берем нашу сумку, берем нитку, которой мы будем это все сшивать, и отмеряем вот так вот. 1 длина, 2 длина, отрезаем. Я использую сейчас иголку пластиковую. Это очень удобно. Если у вас нету такой иголки, то раньше я просто булавку вот сюда продевала и использовала булавку. Если у вас нет и булавки, то крючком. Ну, это немножко неудобно, но я тоже так делала, когда у меня не было иголки. Вот, мы сделали. На 2 части одинаково это все растянули. Теперь мы делаем так. Мы берем ручку. У нас будет висеть вот так, да, вот эта сторона. Вот наше дно, которое мы с вами отмечали. Вот наша ручка. Сторона, где у нас кончается полностью ячейка, а не кусочком.
Мы берем вот эту веревочку, которая у нас осталась от вязания, и просовываем ее вот в эту дырочку. Вот это мы отвязываем. Вот у нас крайняя дырка. Да? Вот они, видите, дырочки? Сейчас. Вот дырочка потом. Вот она, плотная. То есть не одну мы взяли какую-то тоненькую, а плотные вот эти дырочки. Мы в нее вытаскиваем, вытащили. Здесь на нашей ручке у нас тоже есть 5 дырочек. То есть здесь у нас 5 осталось, да? И здесь 5. Вот они, видите? 1, 2, 3, 4, 5. Их прям видно вот. 1, 2, 3, 4 и 5. Мы их сейчас с вами просто должны будем соединить. Мы берем иголку, просовываем ее сюда же. Здесь вот находим первую. Чуть-чуть просунули и вытащили одну нитку, чтобы у нас осталась одна нитка наша с одной стороны и другая с другой. Просунули, иголку вытащили, на переднюю вот эту ниточку ее одели. Чуть-чуть подвытащили, потому что нам с этой стороны нужно больше, но там тоже достаточно оставили, чтобы всего у нас везде хватило. Примерно пополам, но каплю больше сюда, потому что мы еще дно провязываем. И вот как мы делаем. Мы опять заходим сюда же. Затягиваем. Мы заходим сюда, в следующую уже, во вторую. И сюда, во вторую. Затягиваем. Находим здесь третью. И сюда в третью. Четвертую. И сюда в четвертую. Последняя наша дырочка дна. Отвязываем ее. Сюда. И сюда. Что важно дальше? Видите, почему я сказала, что мы начинаем с ровного рисунка здесь? Следующее, вот у нас был как бы низ рисунка, да, серединка, вверх. Низ мы сделали, соответственно, бока у нас должны сейчас идти в серединку, вот в эту и вот в эту вот. И здесь мы смотрим тоже рисунок, то есть серединка у нас сойдется с серединкой, дальше верх с верхом, рисунок будет одинаковый. И с этой стороны у нас также получается. За этим нужно следить, потому что бывает иногда сбиваешься, и одна сторона доходит до сюда вверх, а другая вот до сюда. Переворачиваем вот так вот к нам лицом. Сейчас возьмем поудобнее. Соединяем. Берем нашу ниточку, там сзади распутываем, чтобы нам ничего не мешало. Так. В серединку. Вот, видите? В серединку. Здесь находим серединку. Вот она. И в нее. И туго все затягиваем. Верхушечка. Здесь верхушечка. Затягиваем. Серединка. И здесь серединка. Затягиваем. И все, так мы делаем до конца, все сверяем, смотрим, чтобы у нас все шло одинаково. Когда у вас сумка с крышкой, это еще не так критично где-то сбиться, а когда без крышки и одна сторона короче, а другая длиннее, это очень некрасиво. Она немножко по-разному делается. Туго делаем, потому что потом вы будете класть туда вещи, это все будет растягиваться, чтобы не было никаких дырочек. Туго все это стягиваем.
сейчас я вот здесь вот остановлюсь, до конца не довяжу, потому что мы начали со стороны, где крышка, и крышка-то длиннее, чем эта сторона. Мы сначала сделаем эту, увидим, где она заканчивается, и уже будем ориентироваться, где нам надо закончить здесь. Мы одеваем в серединку сюда, в нашу, да? Уже не очень удобно, когда одна сторона связана, но что поделать. Начало. Начало. Давайте доделываем до конца. В конце вот здесь встретимся. Вот, мы довязали с вами до конца эту сторону. Завязываем здесь узелок. Пока так, потом потуже сделаем, когда довяжем. И теперь у нас должна дойти эта сторона сумки тоже вот до сюда. Все, вяжем вот до этого места, чтобы все было ровненько. Мы с вами закончили одну сторону, потом мы ее все распрямим, когда сделаем. Сейчас по аналогии делаем вторую сторону. Единственное, что я вам неправильно сказала, мы отматываем 3 длины сумки. Вот, 1, 2, 3. 3 длины сумки на ниточку. Все, мы делаем эту же сторону так же, как делали предыдущую. Разворачиваем сумку, смотрим ручку, чтобы она у нас не спуталась нигде, да, вот так вот, чтобы не произошло. Все, мы вот эту вот ниточку просовываем в эту дырочку. 5-5, все это сравниваем одинаково и провязываем эту сторону, и потом уже эту сторону. Смотрим, чтобы они у нас сошлись все в одном месте. Провяжем, встретимся. Вот, мы связали. Бока все расправили аккуратно. Но на самом деле она еще повисит у вас и примет форму еще лучше. Ей надо дать отдохнуть немножко, скажем так. Я завязываю вот здесь вот узелочки. Вы смотрите, чтобы у вас ручки были хорошо привязаны, чтобы все везде было ровно. По поводу крышки. Можно купить магнитные кнопки, пришить их сюда и застегивать ее на магниты. Можно оставить ее так. Я часто так оставляю, все в порядке. Я сейчас еще думаю попробовать сделать вот здесь, связать такую тоненькую перекладинку, чтобы крышку засовывать просто в нее. Я сделала все-таки клапан. Я просто набрала 30 воздушных петель и провязала один ряд. Вот у меня как раз 2 ниточки закончилось. Сюда я просто вдела ниточку, завязала это все на одинаковой высоте. Можете закрывать сумку. Мне кажется, очень классно получилось.